Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы, ваши планы или события, которые повлияют на вашу жизнь. И у нас период, прогноз Таро, на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря, последний месяц уходящего года. Мы, конечно, подводим итоги и строим планы на будущее. Давайте узнаем. И первый у нас будет колода Ленорман. Мы достанем 4 карты. Не будем задавать вопросов, пусть нас карты проведут той цепочкой развития событий, как они видят. Итак, события ближайшего будущего, мои дорогие. Чем вам доведется заниматься, что для вас будет наиболее актуальным? Как это видит Ленорман? Какие вопросы на повестке 10 дней? Или какие события? Ну хорошо, 2 карты. Как-то так получилось у меня. Значит, так нужно. Достанем, раскроем. События ближайшего будущего. Может быть, это известие. Или нам покажут какую-то сферу жизни, в которой вам придется наводить порядок. Может быть, и так. На колоде Таро первая карта у нас будет называться «Неожиданность». Возможно, это то как раз, что изменит ваши планы. Или вам придется обустраивать, организовывать, согласовывать. Может быть, несколько не в том ключе, как вы как раз это ожидали. А может быть, какие-то изменения, что для вас будет все-таки неожиданно. Ваша сильная позиция, что вам помогает или в чем ваша сила? Достанем по основным сферам жизни 3 карты. Дело, работа, бизнес. Энергию, денег, финансы посмотрим на эти 10 дней. Личную жизнь, как видит карта. И достанем карту совет, откроем в самом конце нашего прогноза. Вот эти 2 карты. Что же тут нам такое? Ух ты! А вы знаете, у вас какая-то действительно перемена буквально. И может быть неожиданная где-то. Это вы будете делать какой-то, ну, может быть, какой-то подводить к итогу вопрос. Но и это окончание может быть то, все-таки у нас выпала карта, или точнее я достала 2, это само по себе неожиданно. Вам придется делать какой-то выбор. Или поставить, ну, буквально на каком-то вопросе крест, завершить. Это ведь что может быть? То, что мы, может быть, предполагали, будет развиваться. Или для нас принесет прибыль. У каждого в своей какой-то сфере проиграется. Но, видимо, мы уже больше реалисты, мы понимаем, что да нет. Вот что-то не может быть продолжено. Или, может быть, завершается. У кого-то, может быть, вопросы, связанные с судами, завершаются, кстати. И сама по себе карта 36, и в целом это 9. И если мы по нумерологии, 9 это преддверие перемен. Но это как какой-то пункт невозврата. Или какой-то, ну, последний аккорд в том или ином вопросе, когда вы больше уже не оглядываетесь назад. А рядом, посмотрите, какая карта замечательная. С одной стороны, это будет где-то и вдохновение, безусловно. И я могу предположить, многие из вас занимаются творчеством. Так вот, вы можете сделать большие деньги на своем творчестве, на ремесле, на том, что вам приносит радость. Буквально сделает вас популярными. Это тоже проходит по этой карте. Почему я так говорю? 7, опять же, если про нумерологию. И часто проходит что-то духовное. Или то, что неосязаемое. Вот как вдохновение, к примеру. Или вот это самое творчество. А сам аркан рыбы – это конкретно про деньги. Или о нашем благополучии. А вообще у нас еще и один из символов Меркурия – корабль. Это исполнение желания. Это какие-то счастливые перемены по части денег или каких-то важных согласований. Или когда вы с уверенностью смотрите в будущее. И, может быть, ряд вопросов в связи с этим вы будете решать и видите, что лед тронулся. Уже, правда, какой-то позитивный момент, словно между прошлым и будущим. Прошлое уже не существует, а я вперед уже смотрю
ну, с какой-то большей, как и уверенностью, так и с большим вдохновением, с большей радостью, с каким-то плюсом, одним словом, оптимизмом, как минимум. И поэтому у кого-то могут, кстати, пройти перемещение. Может быть, вы куда-то поедете или будете планировать поездку, или куда-то переезд, мои дорогие. Может быть, смена места жительства, может быть, и надолго. Но вот это все вам приносит действительно какую-то радость, ощущение счастья, ощущение возможностей. Какое-то новое качество совершенно жизни у вас происходит в эти 10 дней. Поэтому я говорю, у каждого в своей сфере жизни, но, мои дорогие весы, здесь у вас что-то решится очень такое, знаете, весомо положительное. Давайте я положу так, чтобы было видно. Вижу, что не видно. Но, видимо, вот этот выбор вам все-таки придется сделать. Давайте посмотрим. Вторая карта. О чем? А вот радость, букет, подарки, приятное общение. Может быть, правда, будете планировать переездку для тех, кто, к примеру, вы с вашим любимым человеком на расстоянии. Скорее всего, будет встреча в эти 10 дней. Может быть, это в вашу сторону будет какое-то предложение или подарок. Само по себе приятное общение. Что-то вам будет нравиться. Что-то, как вот в вашу сторону, знаки внимания будут какие-то проявлены. Но добрые события это точно есть. И приятное общение, как я уже сказала, тоже. Что же еще? Ну, карта гроб нам говорит о том, что будет что-то завершено. Собственно, мы говорили, поставить крест. Может быть, это тот выбор, когда вы как раз обдумывали какую-то ситуацию долгий период времени. И вот это подходит к концу. Я могу сказать с уверенностью, то, что вас мучило, мои дорогие весы, пытается само как будто прошлое от вас оттолкнуться навсегда. Поэтому что-то искусственно не удерживайте, а буквально провожайте с музыкой. Очень торжественная такая яркая карта, которая говорит как раз о том, что ну все, наконец-то это завершилось. Значит, какой-то раздрай, мои дорогие, в душе у вас завершится это как минимум. Давайте и вот, да, развилка, конечно, она говорит о том, что выбор, по сути дела, нам изображен перекресток, и мы в 4 стороны одновременно не пойдем. Мы пойдем в одну. Я так думаю, в сторону Солнца, безусловно. И значит, от 3 остальных мы откажемся. Вот вы от чего-то, но это так, аллегорически, пусть это не 3 стороны, от которых вы откажетесь, или не перекресток, как бы 4 направления, а всего лишь между одним и вторым у вас идет выбор. Но значит, вот одно выбираете, а остальное уже не важно. И посмотрите, тут карта крест, и как будто солнце восходит. Вот, видимо, когда прошлое перестает на вас оказывать влияние, когда вам самим и неинтересно, и, может быть, даже лениво думать об этом, или оно уже вам так надоело, оскомину набило, и тут, наконец, вы почувствуете действительно облегчение. По сути, это другое качество жизни. Давайте посмотрим карту. Таро неожиданность. Ну, король мечей – это вы сами. И даже если меня смотрят девочки мои дорогие, но энергия может быть у вас именно в эти 10 дней более такая, какие-то важные тут вы вопросы решаете или решаетесь сами на что-то. И это рациональное ваше решение. Это ведь не на эмоциях, вот эти все 3 карты. Это эмоции приятные, это потом, которые приходят, когда, ну, наконец, мы приняли какое-то решение. Вы чем-то остаетесь довольны. Ну, может быть, какие-то расчеты, подсчеты, соглашения, заключения документов будут проходить. Может быть, и человек, который рожден, как и вы, под знаком зодиака, стихия воздуха. И для мужчин это тоже имеет значение. Для мужчин это ваши рациональные энергии. Но или, может быть, какой-то есть человек, который тоже рожден под знаком зодиака, близнецы, как вы, весы, или, может быть, водолей. Может быть, имеет асцендент в одном из этих знаков. Кстати, человек может не знать, потому что, чтобы знать, нужно именно время рождения знать наверняка уже, так это точно. По этой карте могут быть согласования, кстати, с высокими чиновниками или в каких-то важных организациях. По этой карте мы всегда поступаем очень рационально.
Это еще и статусная карта, поэтому у кого-то из вас смена статуса. И если не в эти 10 дней, то, может быть, планироваться будет. Но вы будете что-то узнавать, или, может быть, подписывать, или какими-то делами, как документы заниматься. Вы можете банковскими вопросами заниматься. Кто-то банально готовит отчеты. Но, по сути дела, в неожиданностях это, наверное, все то, что будет следовать за вашим выбором. И оно будет касаться именно то, что есть в нашей реальной жизни. Здесь не приблизительно и не основанное на чувствах, а то, что основано на материализме и на конкретике, причем в более рациональных энергиях. По сути, есть какая-то правда, и мы где-то должны ее учитывать, и наши планы согласовать вот с какой-то, может быть, и системой иерархии, или с какой-то системой порядка, или, может быть, кстати, по этой карте иногда проходят люди в форме, или врачи проходят, и для кого-то из вас это вы буквально можете, кстати, узнать, если долгое время вам, к примеру, не был выставлен диагноз, а был под вопросом, как мы говорим, был диагноз, и не могли дифференцировать, либо один диагноз был, либо другой, или причину какую-то искали. Вот здесь что-то определяется, и у вас как камень с души падает, мои дорогие. Тут что-то будет более такое позитивное. Ну, или можете найти просто, может быть, врача для себя, да, может быть, какие-то вопросы по стоматологии вы ищете особенного специалиста или любой другой области. Здесь у каждого как-то по-своему. Могут быть и люди, те, которые, допустим, занимают высокий пост и имеют достаточно в своих руках возможностей или какие-то сферы влияния, вы будете тоже что-то согласовывать. По этой карте идут эксперты. Ну, может быть, и к какому-то эксперту обратитесь. Или иногда люди, работающие с металлом. Вот очень много направлений по этой карте. Я уже основные перечислила, вы перекладываете на себя. Но, повторюсь, это мы делаем что-то, то, что четко, ясно, понятно, может быть, с какими-то подписями, оформлениями, мы что-то читаем, изучаем. Ну, и это все в конечном итоге для нас проясняет какую-то ситуацию. Ваши сильные стороны. Знаете, здесь может, и планетарно-то, кстати, тоже. Могут люди возвращаться, которых мы знали прежде, и сильные стороны, вот когда вы, благодаря, может быть, своей дипломатии, правильно оцените, что мне принесет человек. И если вы видите, к примеру, может быть, я почему-то говорю, может быть, с конкретной персоной у вас был даже какой-то конфликт, или конфликта не было, но ну, есть какой-то такой тонкий нюанс, который он вам даже, может быть, не нравился. Или вы какое-то время притормаживали тот или иной вопрос, потому что сомневались, может быть, в человеке, с учетом 3 вот этих карт. Здесь вы, повторюсь, благодаря вашей дипломатии, где-то прозорливости, в том плане, что вы переоцените, какие возможности перед вами либо приходят с этим человеком, либо человек участвует в какой-то ситуации, и ситуация для вас словно тоже какой-то бонус может содержать. Поэтому какая-то дружба в конечном итоге будет продолжена. Вы какой-то правильный маневр тут делаете, мои дорогие весы. И в вашей дипломатии ваша сила. Вообще, конечно, по 6 чаш у нас идут люди, которых мы знали. Или люди из прошлого, почему я и говорю. И планетарно-то многие транзиты могут как раз, у нас еще ретроградность не закончена. И, кстати, у нас Нептун в рыбах. И у нас до 7 числа это ретро-движение, а с 8 числа уже прямое. Нептун в рыбах для всех нас без исключения. Нептун, что это? Это вообще наши иллюзии. Или наши догадки, наши сомнения, какие-то глубокие рассуждения. И все вот где-то с этим связанное. И тоже момент перехода 7-8. И причем это не обязательно эта дата. Это может быть где-то неделя до, после, а то и 2. Но мы как раз можем, на что-то мы прежде не решались. А вот переход из ретро в директное движение Нептуна нам придает больше решимости или возможности прояснить какой-то вопрос, который уже тянулся
какое-то количество времени. И вот благодаря вашей дипломатии вы что-то не упустите. Ведь, в общем, в этой колоде очень позитивная карта. Недаром собака, а как будто надежность, надежные отношения. Может быть, проговорите что-то, обсудите. И в конечном итоге вы останетесь довольны. Дела, работа, бизнес, документы. И вот нам снова туз мечей, да. Это какой-то важный выбор. Окончательное какое-то решение. И после этого все, жизнь другими красками. Может быть, был какой-то сумбур, потому что невозможно было этот выбор сделать. А здесь у кого-то он может касаться либо какого-то вопроса, который вот именно лично вас касается. Может быть, вы обдумали, поеду, не поеду, куда-то буду переезжать, или в какую местность уже я буду переезжать. Вот здесь больше определенности. Или каким образом, что меня ждет на том берегу. Или, может быть, это будет связано по части работы, получения должности. Или когда вы решитесь, ну, как по своему творчеству, какой-то проект, может быть, начать. До этого думали, за что браться, за одно или за второе. Вот здесь тоже вы, опять же, поймете, что нужно сделать какой-то выбор. И после этого для вас, вот как путь к солнцу, какие-то совершенно новые возможности. Но самое главное, это вас уже не тянет назад. Поэтому важное какое-то решение вы будете принимать, мои дорогие весы. Причем такое, которое на рационализме как раз и основано. Может быть, кто-то будет дополнительно искать информацию или обдумывать из вас, как это сделать по закону, или как это сделать правильно, чтобы себя подстраховать. Такое я тоже могу предположить. Деньги. Аркан Луна. По Луне у нас со знаком плюс проигрывается это семья или люди, которые нас поддерживают. Может быть и денежная какая-то ситуация. Все же по Луне неопределенность. Но нам аркан всегда говорит, выглянет солнце и все встанет на свои места. И я бы сказала, будьте с деньгами аккуратны. Ведь у вас выпадал аркан рыбы. И я так предполагаю, что вы как раз при деньгах. В эти 10 дней деньги как будто есть и будут. Но раз выпадает Луна, я могу предположить, и с учетом туза мечей, вы словно как старт в будущее берете с учетом карт Ленорман. Поэтому на последующий период у вас может создаться такая ситуация, может быть, это забегая немного вперед. В эти 10 дней, повторюсь, деньги есть. Но может быть последующий какой-то период, мои дорогие весы. Просчитывайте все внимательно. Не потратьте больше, чем вы бы хотели. Даже из каких-то лучших побуждений. Аркан Луна всегда предупреждает, что мы можем где-то соскользнуть на эмоции, что-то сделать не так. Оступиться словно. Оступиться мы можем и в любом другом, конечно, случае. Это не есть что-то такое, знаете, жизненно-критическое. Но осложнить нам жизнь это может. И с учетом того, что все же вам это выпадает на деньги, значит, с деньгами будьте аккуратнее. Несмотря на то, что деньги-то у вас как раз в эти 10 дней и есть. Кто знает, мы живем с вами в эпоху перемен. Может быть, в последующем вам как раз какая-то сумма и понадобится. А вы ее куда-то уже потратили. Может быть, кому-то подарки делали. Ну, или как-то ее распределить надо более грамотно. Личной жизни праздник после победы. И правда, у кого-то дом, вопросы с жилищем связанные. Может быть, и переезд, мои дорогие. Но или какие-то добрые вести. Может быть, признание в любви. Или какие-то соглашения. Но позитивной энергии на личную жизнь. И поэтому для тех, кто один или одна, самое время выходить из одиночества, из какого-то заточения. Вот на одиночестве поставите крест и гроб, и проститься, и пойти в сторону солнца. Это точно планетарно тоже есть возможности, мои дорогие. Не упустите какого-то времени. Как раз, ну, конечно, от нас это требует других как раз решений. Или решиться на то, что... Вот у Бродского есть стихотворение «Не выходи из комнаты». Понятно, что значение обратное, что «выходи из комнаты». Так вот, выйти из какого-то или обособленного состояния, или нерешительности, нерешимости начать сделать первый шаг. А как раз у кого-то может это быть как сильная сторона, если вам человек, допустим,
приходит в вашу жизнь из прошлого. Я не говорю, что это для всех будет абсолютно. Все же у каждого своя история. Если вы четко знаете, что была какая-то история, но человек не вернется, ну, это значит просто не ваш вариант. Правильно, вот понимаете, реально. Но если вы видите, что именно человек какой-то откликается, и у вас еще есть какие-то чувства, то или есть, ну, какое-то доброе даже отношение у вас сохранилось, может быть, какая-то дружба продолжена, может быть, какие-то новые планы именно через дружбу к вам приходят, и это лучше, чем одиночество. Я могу и так предположить тоже. Ну, сделайте какой-то первый шаг, чтобы вы были счастливы. Давайте совет. Совет у нас работа, и все получится. Кстати, по части личной жизни. Мы часто не понимаем друг друга, даже будучи в паре, люди семейные. И, по сути дела, жизнь личная – это тоже работа. Я думаю, со мной многие согласятся, те, кто как раз семейный человек. Потому что сходятся два разных человека, и у каждого свое видение, свой характер. А мы должны отстроить ту концепцию, когда мы смотрим в одно направление. От того, как мы сумеем договориться и при этом не раствориться в партнере, и себя не забыть. Может быть, какое-то любимое дело продолжать, или ну, себя самого тоже сохранять и взаимодействовать правильно, это тоже как работа. И, конечно, эта карта говорит и о деньгах, о том, что где-то будь внимательным к деньгам, но еще и карта говорит с учетом всех карт. Где-то я могу предположить, что от правильного распределения финансов и от правильного пользования теми возможностями, которые у вас открываются все-таки на этой неделе, от правильного вашего решения какого-то, мои дорогие весы, последующим финансовая ваша составляющая может измениться со знаком плюс многократно. Потому что это карта профессионала, то есть как будто для вас все известно. Но то, что вы имеете на данный период времени, ой, не на неделю, на 10 дней, вы можете тоже увеличить многократно. Поэтому внимание, наверное, ну, буквально как к работе любой в отношениях или в решении какого-то вопроса, так и по части денег-то тоже. Как будто нужно все преувеличивать, приумножать, сохранять то, что может быть сохранено, и как-то из этого вы получите еще более блестящий результат. Вот то, что служит вам прогрессом, или то, что служит вам вдохновением. То, что для вас означает радость. Вот вам в эту сторону, мои дорогие весы. И карта, я часто говорю, по ней продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. О настойчивости, о терпении эта карта тоже говорит, как совет. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.